Привет! В этом видео я покажу, как создать Vertex-карту с градиентом от самых больших полигонов до самых маленьких на любой непараметрической модели. Сперва, зачем вообще может понадобиться такая карта? Я периодически встречаюсь с ситуацией, когда мне необходимо сделать симуляцию меша с разной плотностью полигонов. И вот более плотные участки сгибаются довольно сильно, когда менее плотные гнутся неохотно. Все из-за того, что параметр Bendiness в теге Cloth действует одинаково на каждый полигон. И более плотные участки могут создать больший угол. Пример со сферами. Настройки тега симуляции одинаковые, а плотность полигонов разная, соответственно и характер симуляции. В данном случае, чтобы уравнять их, можно либо поменять количество полигонов, либо крутить параметр Bendiness. Но в случае, когда цельный меш имеет неоднородную плотность полигонов на разных участках, параметр Bendiness необходимо настроить с помощью Vertex-карты. И вот как создать такую карту с зависимостью от размера полигона, я и расскажу. Возможно, вы найдете ей другое применение, если вдруг, дайте знать, интересно будет об этом почитать. Технику я буду показывать на упрощенной геометрии, но предназначена она для случаев, когда вручную действительно тяжело создать такую карту. У меня же здесь для демонстрации просто плейн с уплотнением полигонов к центру. Для начала нам нужна геометрия непараметричная с доступом к UV. Давайте посмотрим на UV-карту, которая у меня здесь есть. Вот она. Мы ее дублируем. Давайте сразу поменяем у нее цвет. И поменяем название на новую UVW. Далее мы идем в UV Edit. При выделенной второй карте во вкладку UV Command переходим в режим полигонов и выполняем функцию Max UV. Что она делает? Она растягивает каждый полигон на всю область UV. И как это выглядит? Примерно таким образом. Если сравнивать с обычной картой, которая всю область плейна равномерно кладет на UV, то в данном случае каждый полигон является размером с UV-карту. Окей. Теперь применяем к нашему плейну UV to Mesh Deformer. Что он делает? Он проецирует UV на плоскость. Для наглядности покажу на футболке из Asset браузера. Это что-то вроде лекал. То есть, каким образом у вас выглядит UV, таким образом у вас будет выглядеть меш на плоскости. Хорошо. Но для унификации размера полигона мы как раз будем использовать нашу новую UV-карту. Однако она деформером сейчас не воспринимается, нам ее нужно подвинуть на первое место. И таким образом каждый полигон у нас теперь лежит на плоскости, и они одинакового размера. Вернемся к нашему плейну, включим UV to Mesh, и вместо того, чтобы проецировать на плоскость нашу основную UV-карту, мы сдвинем приоритет на нашу новую. Теперь каждый полигон с этого плейна размером в 100 юнитов, то есть размером в 100 сантиметров. Давайте мы приблизимся к размеру наибольшего полигона на нашем плейне. Я выключаю UV to Mesh, и мы посмотрим, в принципе, на мой плейн. Вот самые большие полигоны у меня по краям. Если приблизиться и посмотреть, это примерно по сантиметров 11-12, отталкиваясь от размерности сетки. Здесь нет каких-то жестких рамок, нам нужно просто приблизиться к этому размеру, но не обязательно в него попадать. Можно взять немножко с запасом. В моем случае, если размер этого полигона, а его можно посмотреть через менеджер координат, 11 сантиметров, 11 на 11,6. Вот нам можно взять немножко побольше. Я в UV to Mesh указываю 15 с запасом. Включаю UV to Mesh. И далее создаю Tension Tag. Особенность Tension Tag, что он может запоминать размер полигона и относительно него рисовать Vertex-карту. Мы воспользуемся Fold Map. Она будет отслеживать уменьшение размера полигона, так как мы выбрали самый большой из всей выборки. Как раз таки Fold Map нам и пригодится. Я ее создаю и запоминаю состояние размера полигона через Fix Tension. Теперь можно отключить UV to Mesh и убираю приоритет нашей новой карты. Теперь посмотрим на Vertex-карту, которая создалась. Она у нас сейчас полностью залита желтым цветом, то есть на нее применяются все значения. И для регулировки мы заходим в Tension Tag и меняем параметр Amount. Допустим, до 10. Давайте посмотрим на Vertex-карту. Мы уже видим какой-то градиент.
Давайте поменяем до 15. Градиент слабо виден. Давайте мы остановимся на значениях где-то посередине. Хорошо. Теперь давайте я отключу сетку. И мы создадим еще одну вертекс-карту. Я назову ее Bendiness Control. Включу управление через поля. Удалю фриз. И добавлю нашу вертекс-карту False. И в ней выберу ремаппинг. Мы сможем заремапить значения, отредактировав нашу карту. Во-первых, мне необходимо уменьшить значения посередине и оставить их стандартными по краям. То есть мне необходимо будет инвертировать эту карту для того, чтобы добавить эту карту в Bendiness. Я ее инвертирую. Далее я захожу в Contour Mode, выбираю Curve и редактирую кривую. По сути, мы уже работаем с градиентом от самых больших полигонов до самых маленьких. На данном этапе нам уже не нужны UV2Mesh и наша новая UV-карта. Давайте еще немного отредактируем карту с помощью кривых. Я ее сделаю более жесткой, чтобы центр сильнее сдерживался с помощью этой карты. Хорошо. Теперь предлагаю запустить симуляцию. Так она выглядит без контроля Bendiness. И мы видим, что края у нас довольно жесткие, а центр сильно прогибается. Я продолжаю симуляцию, и во время нее я добавляю нашу новую вертекс-карту в параметр Bendiness. И мы видим, что характер симуляции унифицировался. У нас примерно похожий характер движений как по краям, так и ближе к центру. С параметрами можно играться дальше. Если вам кажется, что она все равно довольно жесткая даже по краям, мы можем немножко уменьшить ее, подослабить, отдать немножко ближе к середине. У нас начинают немножко изгибаться центральные линии. Еще в параметре симуляции через Ctrl-D мы можем поднять сабстепы. Они, в принципе, увеличивают жесткость ткани, в том числе влияют на параметр Bendiness. Давайте добьем до 40. И камеру я все-таки немножко отредактирую. Совсем чуть-чуть. Мне нравится. Теперь симуляция моего меша с разной плотностью полигонов выглядит более однородно. Однако даже с этим способом невозможно будет исправить складки, возникающие на местах с размером полигонов в десятки раз меньше соседей, как у футболки из ассет-браузера. Но в более простой ситуации эта техника может помочь. Надеюсь, что способ создания такого градиента относительно размера полигона может вам пригодиться где-нибудь еще. Собственно, о нем я и хотел рассказать. А контроль характера ткани – это бонус. А еще я надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое. Заглядывайте ко мне в телеграм-канал, там появляюсь гораздо чаще, чем на YouTube. Пока!